Друзья мои, всем здравствуйте! Вы на канале о вязании, а для тех, кто в первый раз посетил мой канал, меня зовут Анна. Сегодня я к вам вот с такими носочками. Носочки называются чертополох. Это не моя идея, эту идею я взяла в интернете, как-то бродила по интернету, и мне попались вот такие носочки. Но я немножко описание этих носочков изменила под себя. И дальше я вам покажу, в чем оно заключается, это изменение. Так, у меня вот связаны две пары. Одна пара женская с коротким поголенком и пара мужская с длинным поголенком. Эти носочки я связала супругу. Вот здесь вот резиночка как бы очень сильно растягивается. В коротком поголенке вроде как бы на ножке сидит нормально. Это вот короткий поголенок, да. Но может быть также зависит от пряжи. И сейчас я буду вязать маленько резиночку по-другому. Вместо 6, вот здесь у меня размер 43-44, здесь 6 изнаночных, здесь размер 38 эмочка, да, здесь 5 изнаночных. Значит, я буду вязать эльку, набирать 72 петли, вот как на этом носке, только буду вязать спицами меньшего размера. И вместо 6 изнаночных я сделаю 2 изнаночных, 2 лицевых и 2 изнаночных петли. Так, вот здесь, где у нас 5 петель изнаночных, здесь можно сделать 2 изнаночных, лицевая, изнаночная. Ну, это по желанию, да, вы можете вязать по описанию. Так, по пряже. Вот эти носочки я связала из чисто шерстяной пряжи, 350 метров в 100 граммах. Вязала спицами 2,5. Мужские носки я вязала из пряжи Drops Nord 170 метров в 50 граммах. И также вязала спицами 2,5. Вот такие носочки интересные у меня получились. Мне они очень понравились. Если вам нравится, мы сейчас будем с вами приступать к вязанию этих носочков. Вязать я буду из пряжи Prolana. Это немецкая пряжа, 4-нитка, 420 метров в 100 граммах, 75% шерсть супервош и 25 полиамид. Да, чисто носочная пряжа. Кому интересно, цвет 403. Такой серенький, такой как бы меланжевый немножко цвет. Так, далее по спицам. Начну я резиночку спицами номер 2. Я буду вязать на круговых спицах методом Magic Loop. Спицы номер 2 для резиночки 80 сантиметров и для основного полотна спицы 2,25. Почему такие спицы такого размера? Потому что я буду набирать 72 петли, вот как на мужские носки, но буду вязать на размер 38-39. Так, конечно же, нам понадобится еще счетчик рядов и маркер для обозначения начала ряда. Теперь, девочки, давайте я вам покажу оригинал. Вот они, носочки. Называются чертополох. Это я нашла сначала описание на иностранном языке, потом нашла именно перевод. Кому интересно, я вам оставлю. Теперь в чем заключаются мои изменения. Посмотрите, вот здесь, если вы приглядитесь, да, на один носок и на второй носочек, они связаны как бы по-разному, да, вот поближе покажу вам. Посмотрите, здесь вот идет по центру 4 элемента на одном носочке. 4 элемента по переду и на другом носочке 4 элемента. И если вы приглядитесь, рисунок не симметричен. На одном носочке рисунок идет вот таким образом. Да, вот смотрите, ромбики по краям, по центру идут сразу ромбы после резиночки.
И вот здесь следующие два пара идет сначала дорожка, потом ромб, и следующий также дорожка и ромб. А на другом он смотрится по-другому. Сначала идут дорожка, ромб, потом сразу ромб, дорожка и ромб. То есть, видите, узор на носках не симметричен. Но если, конечно, ножки вот так сложить вместе, поставить, то тогда они как бы будут дополнять друг друга. Но мне это не очень понравилось, и поэтому я немножко узор изменила. Не узор, да, схему узора немножко, вернее расположение этих элементов именно вот таким образом, чтобы у меня вот по центру шли вот одинаково симметрично эти элементы, как на одном носочке, так и вот на другом носочке. Да, вот видите, они симметричны. То есть мне так больше нравится. Смотрите, если вам в принципе без разницы, вы можете вязать прям по описанию. Ссылочку я вам оставляю. И вот здесь тоже, посмотрите, здесь вот пяточка на одном носочке. Видите, заканчивается ромб, вот здесь крайний. И мы сразу начинаем вывязывать стенку пятки. А вот на втором носочки, вот здесь вот, если приглядеться, идет сначала ромб, потом дорожка, и только после дорожки идет вывязывание стенки пятки. Поэтому я изменила под себя. Итак, здесь в описании представлены 3 размера S, M и L. Я вяжу на эмочку. Вот первый я связала на эмочку. Это 38, да, размер. Элька это где-то 36, эска это 36-37, эмка 38-39 и элька это уже 40-41. Здесь у нас по пряже в оригинале 86, 20 нейлон, 397 метров в 110 граммах. То есть в моточке 110 грамм и 397 метров. Спицы 2,5. Вот вяжутся вот эти носочки. Ну вот я вязала на эмочку. Набирала такое же количество петель, как в описании, но спицами 2,5. Вот здесь у меня, так как пряжа 170 метров, да, в 50 граммов, получается 340 метров, да. Также 2,5 я вязала как бы на эльку. Но у меня вот, посмотрите, в принципе, так как метраж у меня получил меньше в моточке, у меня носочки получились на 43-44 размер идеальные. Так, также здесь представлен схема узора представлена. Узор совершенно несложный. Здесь главное уметь вязать лицевые изнаночные петли, скрещенные лицевые и 2 петли с наклоном влево и 2 петли с наклоном вправо. Все, узор совершенно несложный. Так что справиться с этим с вязанием этих носочков даже новичок. Так, ну и вот здесь полностью представлено перевод описания. Но, девочки, поголенок я буду вязать полностью как вот по описанию, а затем я уже вяжу по-своему. Так что смотрите, кому это не критично, вяжите по описанию. Кому больше нравится мой вариант, можете вязать по моему варианту. Итак, девчата, кто со мной остается и вяжет носки, переходим дальше и приступаем к вязанию. Итак, берем пряжу. Еще раз повторюсь, я вяжу на размер М, но беру 72 петли и буду вязать спицы меньшего размера. На резиночку я беру спицы 2,0. Набираю 72 петли плюс еще одна нить дополнительно для замыкания в круг. То есть 73 петли обычным способом набираю петли. Набрала я 73 петли, теперь делю пополам. Так, 72 пополам это 36, значит у меня пополам
Должно быть 18, да, парно. Раз. Все, здесь я перегибаю леску, вытягиваю и на спицы. Так, все аккуратненько делаем. Так, девчата, теперь мы должны аккуратненько все распределить, чтобы у нас не было перекрутов. На задней спице, да, на второй спице у нас вот где мы закончили набирать, начало наборного края у нас должно быть с вами на передней спице. Так, смотрите, на передней спице вот у нас край смотрит лицевыми на нас. Затем вот здесь вот петелька не перекручена, значит правильно, все хорошо. И здесь у нас вот наборный край смотрит как бы по изнаночной стороне на нас. Все, вот это мы сделали с вами все правильно. Так, теперь мы должны, так, ниточка, основную нить можно завести влево. Вот ниточка от наборного края остается у нас справа. Теперь нам нужно соединить вязание в круг. Аккуратненько к концу спиц подтягиваем петельки. И вот эту со второй, последнюю петлю, которую мы набирали, мы аккуратно ее перекидываем на переднюю первую спицу. Так, все. Теперь вытягиваем хвостики, придерживаем, вытягиваем спицу заднюю и будем соединять в круг. Немножко неудобно, согласна, но оно того стоит. Теперь смотрите, что мы с вами делаем. Вот подтянули. Вот первая петля, которую мы с вами перекинули, да, и петля самая первая нашего наборного края. Вот она. Вот она. Теперь мы заводим под первую петлю, которую перекинули, подхватываем первую петлю наборного края и снизу ее вот так вот вытягиваем и спускаем обе петли. Вот она у нас. И возвращаем ее на место. Все, хвостики подтянули. Все, теперь у нас наше необходимое количество петель. Замкнули в круг. Далее вяжем по описанию. По описанию у нас первые две лицевые скрещенные петли. Лицевая скрещенная вяжется не за правую стеночку, а за левую. Итак, вяжем 2 лицевые скрещенные петельки за заднюю стенку. Аккуратно. 1, 2. Далее я вяжу 6 изнаночных. Но, как я уже говорила ранее, я заменю 6 изнаночных на 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Итак, провязываю 2 изнаночных. 1, 2. Далее 2 скрещенные лицевые. 1, 2. И 2 изнаночных. Изнаночные вяжем обычные. Далее по схеме у нас 3 скрещенных лицевых за заднюю стеночку. 1, то есть за левую стеночку. 2, 3. Дальше у меня снова 2 изнаночных, 2 скрещенных лицевых, 2 изнаночных. И следующее повторяемся, да, 3 скрещенных лицевых, 3 лицевых скрещенных, они у нас там в каждом размере, 2 изнаночных, 2
2 скрещенных лицевых, 2 изнаночных, 3 скрещенных лицевых, 1, 2, 3, 2 изнаночных, 2 скрещенных лицевых, 2 изнаночных. И как вот в узоре, в схеме узора, последняя у нас скрещенная лицевая. Все. Разворачиваем вязание, аккуратненько вытягиваем спицу. И переходим, начинаем, как и на первой. 2 лицевых скрещенных. Далее я вяжу 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых. И так вяжем до конца ряда. Так, довязали первый ряд. Переходим на второй ряд. Аккуратненько, девочки, чтобы у нас не перекрутилось вот здесь вот сбоку. Это для тех, кто вяжет на круговых спицах. Далее со второго и все последующие ряды вяжем по рисунку, так как у нас с вами лежат петли. И высоту резинки здесь уже вяжете свою. Я обычно вяжу 14 рядов резиночки. Итак, вяжем резиночку 14 рядов, так как лежат у нас с вами петли. И дальше будем переходить к поголенку. Так, отвязала я манжету 14 рядов. Вот так она у меня выглядит, вот в растянутом виде. Теперь я перехожу на спицы 2,25 и начинаю вязать поголенок. Сейчас я вам покажу, как вяжется первые 12 рядов, как формируется ромбик. 2 петли вместе с наклоном влево, 2 петли вместе с наклоном вправо. А далее вы уже будете вязать самостоятельно, потому как схема узора не очень сложная. Итак, берем счетчик рядов, первый ряд, и начинаем вязать. У меня 72 петли. Вяжу на размер L. Итак, девочки, первая петля лицевая, вторая петелька скрещенная лицевая, вяжем за левую стеночку. Далее 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше смотрите, у нас по схеме узора 2 петли с наклоном вправо. Вы можете использовать приспособление для кос, но я вяжу на 2 спицах без данных приспособлений. Итак, ниточку заводим рабочую перед работой, снимаю изнаночную петлю, провязываю скрещенную петлю, затем сзади левой спицей подхватываю снятую петлю, спереди вот таким образом переснимаю провязанную скрещенную и провязываю изнаночную. Лицевая петля. Далее 2 петли с наклоном влево. Первую петлю снимаю нить за работой, провязываю изнаночную петлю, спереди переснимаю левой спицей снятую петлю, сзади вынимаю рабочую правую и переснимаю провязанную изнаночную. Все. Затем провязываю скрещенную лицевую петлю. Итак, 2 петли с наклоном влево мы провязали. Намного удобнее и быстрее, нежели мы будем использовать приспособление для кос. Дальше 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Скрещенная лицевая. Все. Это у нас раппорт узора. Далее до конца ряда
повторяем раппорт узора. У меня получается в моем носочке 4 раппорта, и еще 3 раза я сейчас продолжу. Итак, вяжем до конца ряда. Второй ряд. Во втором ряду вяжем следующим образом. Первая изнаночная, вторая скрещенная лицевая. Раз, два, три, 4, 5 изнаночных, затем скрещенная лицевая, затем в центре ромбика мы вяжем узор рис. Будьте внимательны, смотрите по схеме. Итак, первая лицевая, изнаночная, лицевая, скрещенная лицевая, 5 изнаночных, раз, два, 3, 4, 5, скрещенная лицевая. Все, раппорт узора провязали, вяжем до конца ряда аналогично первому раппорту. Третий ряд. Первая лицевая, скрещенная лицевая, 4 изнаночных, раз, два, 3, 4. Далее 2 петли вместе с наклоном вправо. Нить перед работой. Изнаночную снимаю. Я снимаю ее за правую стеночку. Скрещенную лицевую провязываем. Сзади подхватываем левой спицей снятую петлю. Спереди придерживаем аккуратненько. Переснимаем рабочей спицей провязанную петлю. А затем провязываем изнаночную. Все, далее у нас узор рис. Изнаночная, лицевая, изнаночная. 2 петли вместе с наклоном влево. Скрещенную переснимаю перед работой, нить за работой. Провязываю изнаночную. Левой спицей спереди подхватываю переснятую петлю. Придерживаю, сзади переснимаю провязанную и затем провязываю скрещенную петлю. Вот таким образом. 4 изнаночных, раз, два, 3, 4, скрещенная лицевая. Все, раппорт узора готов. Вяжем аналогично до конца ряда. Четвертый ряд. Изнаночная. Здесь в начале хорошо петельки подтягивайте. Скрещенная лицевая, 4 изнаночных, раз, два, 3, 4. Скрещенная лицевая. Далее изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, 4 изнаночных и скрещенная лицевая. Все, раппорт узора готов. Вяжем до конца ряда. Пятый ряд нашего узора. Лицевая, скрещенная лицевая, 3 изнаночных, раз, два, 3, 2 петли вместе с наклоном вправо, нить перед работой, снимаю петлю, скрещенную провязываю лицевую скрещенную, сзади подхватила, придерживаю аккуратненько, спереди переснимаю провязанную. Так, аккуратненько, ниточка бывает расслаивается. Так, и провязываю изнаночную петлю. Далее лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. 2 петли вместе с наклоном влево. Первую петлю снимаю, провязываю изнаночную, левой спицей подхватываю снятую петлю, аккуратненько придерживаю, а сзади переснимаю изнаночную на рабочую спицу и провязываю скрещенную лицевую. 3 изнаночных, скрещенная лицевая. Все, раппорт готов.
И так вяжем до конца ряда. 6-й ряд, изнаночная, скрещенная лицевая, 3 изнаночных, 1, 2, 3, скрещенная лицевая, далее лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, скрещенная лицевая, 3 изнаночных, скрещенная лицевая. Все. И так далее вяжем до конца ряда, повторяя раппорт. 7-й ряд по узору. Лицевая, скрещенная лицевая, 3 изнаночных, затем 2 петли вместе с наклоном влево. Снимаем нить за работой, петлю провязываем изнаночной, подхватываем снятую спереди, сзади переснимаем провязанную изнаночную и провязываем скрещенную лицевую. Далее узор рис, не довязывая у нас одной петельки до скрещенной петли. Так, вот, не довязали одну петлю, скрещенная петля, 2 петли вместе с наклоном вправо, нить перед работой, первую петлю снимаем, вторую провязываем скрещенной, сзади подхватываем, спереди переснимаем провязанную скрещенную и затем провязываем изнаночную петлю. Все, дальше 3 изнаночных, скрещенная лицевая. Все. Это у нас 7-й ряд. Дальше вяжем до конца ряда. 8-й ряд, 1 изнаночная, 2 скрещенная лицевая, далее 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4, скрещенная лицевая, далее узор рис, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4 и скрещенная лицевая. Все, раппорт узора, вернее 8-й ряд по раппорту узора. Далее повторяем раппорт. 9-й ряд, 1 лицевая, 2 скрещенная лицевая, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 2 петли вместе с наклоном влево, первую снимаем нить за работой, провязываем изнаночную, переснимая левой спицей, поддерживаем и сзади переснимаем на правую провязанную изнаночную и провязываем скрещенную лицевую. Узор рис, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 петли вместе с наклоном вправо, нить перед работой, петлю сняли, провязываем скрещенную, сзади подхватили снятую, спереди аккуратненько пересняли провязанную, нить перед петля должна быть перед работой, и провязываем изнаночную, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4, скрещенная лицевая. Все, далее продолжаем до конца ряда. 10-й ряд, 1 изнаночная, 2 скрещенная лицевая, далее 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, скрещенная лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая, скрещенная лицевая, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, скрещенная лицевая. Вот такой у нас формируется ромбик. Итак, вяжем до конца ряда.
11 ряд, лицевая, скрещенная лицевая, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. 2 петли вместе с наклоном влево. Первую снимаю, вторую провязываю, спереди подхватываю первую, сзади переснимаю провязанную изнаночную и провязываю скрещенную лицевую. Далее лицевая и 2 петли с наклоном вправо. Нить перед работой, петлю сняли, вторую провязываем скрещенной, сзади подхватили снятую, придерживаем спереди, переснимаем на правую спицу провязанную и затем провязываем изнаночную. 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5 и скрещенная лицевая. Все. Далее продолжаем до конца ряда. 12 ряд, 1 изнаночная, 2 скрещенная лицевая, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая. Вот мы закончили формировать наш ромбик. 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, скрещенная лицевая. Итак, вот мы с вами довязали 12 ряд, это половина раппорта. Вяжем до конца ряда. Итак, отвязали 12 рядов. Как я уже сказала, 12 рядов это половина раппорта. Раппорт составляет 24 ряда в высоту. Теперь мы, там где мы вязали ромбики, мы вяжем 12 рядов вот такой дорожки, да, вверх. А там, где у нас была дорожка, мы будем формировать ромбы. То есть вот как у нас по схеме узора. Сформировали ромбик. Теперь у нас над ромбом идет дорожка, а там, где была дорожка, мы формируем с вами ромбы. Узор очень легкий, и после того, вот как вы отвяжете 12 рядов, я думаю, вы даже не будете обращаться к схеме. Ну, если только вот здесь вот к узору рис, да, могут возникнуть какие-то сложности. Так что будьте здесь внимательны. Итак, по высоте поголенка. Вот здесь у меня поголенок короткий. Здесь всего 1,5 раппорта, то есть 24 ряда и еще 12 рядов. Вот в этом носочке здесь у меня 2,5 раппорта, так как поголенок длинный. То есть 2 по 24 и еще плюс 12, 48 плюс 12 получается 60 рядов, да? 24, 24, 48 плюс 12, да, 60 рядов получается. Здесь у меня всего 36 рядов, 1,5 раппорта. Итак, девчата, вяжем поголенок высоты, который вам необходим. Так, поголенок я отвязала свой. У меня здесь 2,5 раппорта. Если вы считаете, что вам 2,5 раппорта сильно длинно, можно отвязать просто 2 раппорта, но обязательно закончить вот здесь при формировании вот этого крайних ромбиков, да, чтобы у нас вот здесь вот уже пошла лицевая петля с этой стороны и вот с этой стороны, то есть справа и слева. Теперь приступаем к вывязыванию стенки пятки. Стенку пятки я вяжу, сразу начинаю вязать на первой спице от начала ряда. Кто вяжет чулочными спицами, я также советую вязать не на 4 и 1 спицах, чтобы у нас не нарушился узор, а на 1 и 2 спицах. Итак, девчата, смотрите, вот здесь у меня в данном случае 36 петель. Чтобы у меня симметрично смотрелся узор, я одну петлю в начале ряда уберу на внешнюю сторону, то есть на 2 спицу. И у меня будет начинаться с лицевой петли
и заканчиваться лицевой петлей. То есть я сейчас провязываю первую петельку и скидываю ее на другую спицу. Да, все, я ее скинула. Теперь у меня 35 петель. У меня начинается ряд с лицевой и заканчивается лицевой петлей. Стеночку пятки вяжу я 36 рядов. Столько же рядов, сколько у меня было петель на спице. Для того, чтобы мне затем поднять по краю стенки пятки по 18 петель. Так как у меня 72 петли, у меня получается, если вязать на чулочных спицах, то 18 петель на каждой спице. Итак, каким образом я вяжу стенку пятки? Здесь вы можете вязать ее по-своему, как вы привыкли. Я вяжу так, как привыкла я. Итак, первые две я провязываю лицевые петли. Первая и вторая у меня лицевые. И затем вяжу следующим образом. Снимаю петлю, лицевая, снимаю, лицевая, снимаю, лицевая. И так я вяжу до конца ряда, не довязывая 2 петли. Последние 2 петли я провязываю лицевыми петлями. Вот у меня осталось 2 петли, я их провязываю лицевыми петлями. Первую и вторую. Разворачиваюсь на изнаночную сторону. По изнаночной стороне вяжу следующим образом. Первые 2 петли снимаю, остальные все петли провязываю изнаночными петлями, не довязывая последние 2 петли. Последние 2 петли я также снимаю. То есть своим образом я формирую небольшой шнурочек айкорд по краю на 2 петли. Затем я буду по этой косичке поднимать петли. Необходимое количество петель, в данном случае у меня это 18 петель. Вот у меня осталось последние 2 петли, я их снимаю, разворачиваю вязание на лицевую сторону и продолжаю вязать. То есть ряды у меня повторяются. Первые в лицевом ряду, первые 2 я провязываю лицевыми петлями, затем снимаю, лицевая, снимаю, лицевая. И так до конца ряда. Последние 2 петли провязываю лицевыми. По изнаночной стороне я снимаю первые 2 и последние 2 петли. Остальные петли я провязываю изнаночными петлями. И так я вяжу 36 рядов. Отвязали стеночку пятки. Теперь на петлях стенки пятки мы формируем с вами чашку пятки. Останавливаться подробно я не буду, так как у меня есть отдельное видео по вязанию чашечки пятки. Оставлю вам подсказочку и ссылочку в описании под видео. Вяжем чашечку пятки и дальше мы с вами встречаемся. Сформировали чашечку пятки. После того, как я сформировала чашечку пятки, у меня осталось 21 петля. То есть нечетное количество петель, да, так как у меня было на стенке пятки также нечетное количество. Теперь я делю пополам и сразу я убавлю эту одну лишнюю петельку. То есть у меня будет уже не 21, а 20 петель. Провязываю 9 петель, а 10-ю, 11-ю провязываю вместе. Вешаю маркер, это у меня будет начало ряда, и провязываю дальше 10 петель. Сейчас вот из этой боковой косички по краю стенки пятки я поднимаю петли. У меня в моем случае я должна поднять 18 петель. Вот эта петля. Ввожу спицу сразу под петлю, под 2 дужки петли и вытягиваю ниточку, то есть сделала петельку. Следующая, также вторая,
третья, четвертая. И так далее по краю стеночки пятки. Я поднимаю 18 петель. Подняла 18 петель. И сейчас я подниму еще одну петлю дополнительно. Потому что, девочки, смотрите, у нас вот эта крайняя лицевая дорожка, да, скрещенных петель была кромочной петлей, ушла в кромочную петлю. И чтобы не нарушать вот эту дорожку и здесь не было дырочки, нам нужно поднять еще одну петельку. Если мы возьмем прям вот в эту петлю, то у нас будет дырочка, да? Смотрите, что можно сделать. Берем крючочек, вводим в эту петлю крючок и по изнаночной стороне подхватываем ближнюю изнаночную дужку и вытягиваем через эти две петли, вместе вытягиваем петлю, одеваем ее на спицу. Все. И тогда у нас, вот видите, вот так вот плотненько и как бы фиксируется. Вот здесь дужку я подхватила, подтянула, и все. И здесь у меня нет дырочки. Так, теперь переходим на внешнюю сторону. По внешней стороне мы продолжаем узор. Так как я закончила на 12 ряду, это будет у меня уже 13 ряд. Так, 13 ряд. Каким образом мы его провязываем? Первые 2 петли провязываем просто лицевыми петлями. Мы их провяжем, они у нас будут крайне как фиксироваться, да? Первые 2 провязываем лицевые. Дальше вяжем 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее у нас идет дорожка, скрещенная лицевая, лицевая, скрещенная лицевая, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше мы вот на этой дорожке начинаем формировать свой ромбик, да? Изнаночную снимаем, провязываем скрещенную лицевую, переснимаем их. То есть мы перекрестили 2 петли с наклоном вправо. Лицевая, перекрещиваем 2 петли с наклоном влево, сняли. Изнаночную провязали, спереди подхватили снятую, изнаночную пересняли и провязываем скрещенную лицевую. Дальше 5 изнаночных, дорожка, скрещенная лицевая, лицевая, скрещенная лицевая, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 лицевых, 2 лицевых, просто 2 лицевых провязываем. Все, переходим на стенку пятки и также вот здесь поднимаем с вами петли. Одну петлю мы поднимаем дополнительную с помощью крючка. Вот у нас эта петелька, вот она. Вот видите, если мы за нее возьмемся, она будет, ну, очень крупная дырочка. Вот, можно взять пониже, но там тоже будет дырочка. Ну, можно взять пониже немножко и подхватываю первую попавшуюся стеночку. Все, вот, и провязала их 2 вместе. Тем самым я как бы минимизировала эту дырочку. Вот. Все, а теперь поднимаю петли по краю стенки пятки. У меня это 18 петель. Я начинаю поднимать петли. Раз, два, подтягиваем петельки. 3. И так дальше по краю стенки пятки. Подняли петельки. Теперь провязываем петли чашки пятки.
Все, маркер начала ряда. Следующий ряд, это у нас получается уже 14-й ряд. Ряд четный. Провязываем по подошве. Вот спица, да, первая и вторая спица. Провязываем просто лицевыми петлями. По внешней части вяжем по узору. С 15 ряда начинаем формировать клин подъема. Клин подъема формируем в каждом втором ряду. То есть в каждом нечетном ряду делаем убавочку. Каждый четный ряд провязываем лицевыми петлями. Формируем мы по нижней части стопы, то есть по подошве. В начале, справа в начале спицы и слева в конце спицы. Так, поехали. Провязываем все петли нашей спицы, не довязывая 3 петли. 3 петли у нас осталось недовязанных. Первые 2 петли за правые стеночки вместе провязываем с наклоном вправо. Затем лицевая петля. Разворачиваем вязание. По внешней стороне вяжем по схеме узора. Перешли на сторону убавки и делаем убавочку в начале спицы. Первую провязываем лицевой. Следующие 2 провязываем вместе. Я вяжу протяжкой, но если вам неудобно, можно развернуть вот таким образом 2 петли и провязать их вместе. Все, далее до маркера начала ряда вяжем петельки лицевыми. Следующий 16 ряд провязываем по подошве все петли лицевыми. Первая спица. По внешней стопе вяжем по схеме узора, работая с 3 элементами. Затем переходим на подошву, провязываем петли лицевыми. И в следующем 17 ряду делаем убавки. То есть по подошве делаем справа в начале и слева в конце спицы. Так, и делаем убавки до тех пор, пока у нас на подошве не окажется такое же количество петель, как на половине поголенка. То есть у меня 72 петли, у меня разделила на 2, у меня получается по 36 петель. Нижняя часть и 36 петель внешняя часть. Но здесь, так как мы перекидывали одну петельку, когда начинали вязать стенку пятки, у нас по внешней стороне на 1 петлю больше. Об этом не забываем. Итак, для тех, кто вяжет чулочными спицами, у них должно быть на подошве, если это мой случай, 36 петель, то на каждой спице из 2 спиц будет по 18 петель. Итого в сумме 36 петель. Итак, вяжем дальше, формируя клин подъема. После того, как сформировали клин подъема, мы вяжем с вами дальше до самого мыска. Вяжем до мыска. И вот здесь, смотрите, хотела вам показать. Вот. Постоянно примеряем и останавливаемся на том моменте, когда вот в этом месте у вас закроется мизинчик на ноге. И желательно, если у вас останется либо по центру провязана половина ромбика, если это размер меньше, можно остановиться вот здесь по боковым ромбикам, да, чтобы было провязано половина каждого ромба, да. Мне кажется, что так будет более выглядеть эстетично. Если вам не хватает рядов, да, до того момента, чтобы закрыть мизинчик, но вы уже провязали вот эту часть, тогда можно отвязать еще несколько рядов просто лицевой глади. Еще один момент. Можно остановиться вот здесь, когда у вас закончатся формироваться вот эти вот ромбики. Вот эти крайние ромбы.
Ну, здесь смотрите, примеряйте. Мне кажется, вот так вот будет более, если ромбик будет наполовину или ромбик будет закончен, более будет смотреться лучше узор, нежели если вы, допустим, вот здесь вот будете формировать, пойдете уже на убавление, и у вас вот здесь вот остановится, да, но мне кажется, так будет не очень красиво смотреться. Итак, вяжем нужную вам длину, формируем клин подъема, далее вяжем на нужную длину и встретимся с вами уже у мыска. Так, закончила я вывязывать свою стопу на необходимую мне длину. Так, не забываем, да, я вяжу на размер 38-39. У меня получилось 12 рядов, я закончила от поголенка, да, 12 рядов. Затем еще связала 2 раппорта и еще плюс 18 рядов. И как раз вот закончила по центру ромбика. Теперь приступаю к вывязыванию мыска. Мысок я вяжу за 2 приема. Первый прием у меня идет убавление в каждом втором ряду, и второй прием убавления в каждом ряду. 7 раз я убавляю через ряд, то есть в каждом втором ряду, и здесь 5 раз я убавила в каждом ряду. Итак, приступаем. Итак, закончила 18 ряд. Все, вот у меня маркер начала ряда. Теперь я делаю убавление для формирования мыска снизу, справа и слева, и по верхней части, также справа и слева. Провязываю все петли спицы, не довязывая 3 петель. И затем делаю убавочку. Убавку я делаю слева с наклоном вправо, а справа буду делать с наклоном влево. Итак, вот у меня осталось 3 петли. Первые 2 петли я провязываю вместе с наклоном вправо. Затем лицевая петля. Разворачиваю вязание. И в начале спицы провязываю и делаю убавочку. Первая петля лицевая. Следующие 2 петли я провязываю вместе с наклоном влево. Затем вяжу лицевыми петлями, не довязывая 3 петли до конца спицы. Осталось 3 петли. Первая петелька у меня изнаночная, она повернута ко мне левой стеночкой, да, я ее разворачиваю правой стеночкой к себе и провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо. Далее лицевая петля. Разворачиваю вязание и делаю убавочку по нижней части стопы в начале спицы. Первая лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево. Далее все лицевые петли до маркера начала ряда. Итак, второй ряд. Второй ряд у меня четный. Я провязываю все петли лицевыми. В следующем третьем ряду я буду также делать убавочку. Делаю убавочку в каждом нечетном ряду. Итак, 7 раз. То есть у меня должно получиться 14 рядов. И в последнем 14 ряду, девочки, мы сделаем убавку одной петли, одну убавочку. Так как у нас здесь на одну петлю больше, мы сделаем сразу еще одну убавку, чтобы у нас по нижней и верхней части осталось одинаковое количество петель. Итак, вяжем, формируем мысок в каждом втором ряду 7 раз. То есть у нас должно быть 14 рядов. И в 14 ряду с одной стороны это может быть либо справа, либо слева, сделать еще убавку одной петли. Отвязала мысок 14 рядов, то есть сделала 7 убавок.
И в последнем 14 ряду я сделала еще одну вот здесь дополнительно убавочку по верхней части стопы. Теперь у меня количество петель на верхней части и на нижней части стопы одинаковое. Далее я делаю убавки 5 раз в каждом ряду. То есть я добиваюсь того, чтобы у меня осталось 12 петель на каждой спице. А затем я буду уже сшивать методом петля в петлю. Если хотите, чтобы у вас было чуть меньше петель, да, можете увеличить количество прибавочек. Итак, вяжем дальше. Закончила я формировать мысок. Осталось у меня 12 петель на верхней части и 12 петель на нижней части стопы. Сейчас я буду сшивать методом петля в петлю. Обрезаем ниточку, вдеваем в иголочку и приступаем. Итак, все петельки к нам повернуты правой стеночкой, что на первой спице, что на второй спице. Так, соединяем попарно. Первую петельку вводим иголочку от себя, снимаем ее, во вторую на себя. Переходим на вторую спицу. Здесь наоборот. Первая на себя снимаем и от себя. Подтянули. И спускаемся опять на первую спицу. От себя на себя. Подтягиваем. На второй на себя, от себя, то есть наоборот. Петельки подтягиваем ниточку. Сильно, смотрите, не затягивайте. Итак, от себя, на себя, от себя. Аккуратненько, тихонечко. От себя, на себя и на себя, от себя. И таким образом движемся до конца ряда. От себя, на себя и на себя, от себя. Подтягиваем, подтянули и так далее. И последние петельки от себя, на себя, на себя, от себя. Все аккуратненько. Все, готово. Затем вводим иголочку на изнаночную сторону, вот в эту вот петельку, последнюю петлю, и выводим ниточку на изнанке, ее закрепляем. И вот что у нас с вами получается. Все ровненько постирается и будет вообще замечательно. Все, девчата, прячем кончики по изнаночной стороне, что здесь я уже спрятала кончик. Вот здесь вот вдоль вот по резиночке туда и обратно в дужки петель. Итак, девочки, вот довязала я носочек. Не смотрите, что он такой неказистый, некрасивый. Пряжа немножко жестковатая, но после влажной тепловой обработки она преображается, становится мягенькой, петельки разглаживаются. И я уже связала один носочек. И сейчас я вам покажу, как он выглядит после влажной тепловой обработки. Вот у меня носочек, уже прошедший стирочку, все высушен. Сушила я обязательно на блокаторах, потому как у нас с узором носочки, и узор должен распрямиться, петли узора. Да и вообще предпочитаю сейчас сушить именно на блокаторах. Ну вот, смотрите, вот так вот выглядит носочек после ВТО, и так он выглядит до ВТО, да? Так, и вот носочек, который
стал прототипом, так скажем, у меня. Итак, девочки, на этом я заканчиваю свой мастер-класс. Так как видела эти носочки вы можете вязать именно по описанию. Ссылочку я вам оставила. На этом я заканчиваю. Кто вяжет по моим мастер-классам, выставляйте свои работы под хэштегом «Вяжем сам на роботе». Я вам его оставляю. Обязательно отмечайте меня в своих постах, в своих фотографиях. Мне будет очень приятно посмотреть на ваши работы. Не забываем подписываться, ставить лайки и, конечно же, включать уведомления, чтобы не пропустить новые видео. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Веселых вам петелек, дружных спиц, удачи, новых хороших работ. И пока-пока. До новых встреч.